Всем привет! Жажда собрать шокер у меня была еще с детства. И один я даже собрал. Но его быстро пробило высоким напряжением, что меня сильно огорчило и заставило отложить проект на много лет. И вот настало время возобновить работы. Так что усаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Предыдущему ролику про шокер выполнилось 9 лет. И это будет повод сравнить, как изменилось качество контента на канале. Там я делал классическую схему и все элементы мотал сам. Но зная, что большинству из вас будет лень это повторять, то упростим конструкцию до уровня школьной подделки. На самом деле, по ходу создания данного ролика была уничтожена еще одна конструкция шокера, прямо во время съемки. Но так даже лучше, когда косяки вылезли до выхода ролика. Вся проблема была в конденсаторах. При напряжении пробоя шокера в 160 кВт, общее напряжение конденсаторов было всего 150 кВт. И то я думаю, что там сильно завышены характеристики. Предлагаю начать рассматривать схему устройства. И поймем, что нам понадобится для сборки, а также какие элементы в этой конструкции подлегают усилению. В первую очередь это повышающие преобразователи. Посмотрев ролики Ака Касьяна с испытаниями очередных повышающих модулей из Китая, я понял, что это идеальное решение для построения шокера. Нужно было только выбрать, какой же использовать. И естественно выбор пал на более мощную версию, так как вторая при том же напряжении показала себя значительно хуже. А нам же нужно побольше мощности. Следующая часть это умножитель. Вот тут не следует экономить на конденсаторах. В первой конструкции я поставил кондеры на 6,3 кВт, и в результате один из них пробило. Поэтому были заказаны на 20 кВт. Конечно, мало верится, что тут именно 20 кВт, но даже если хотя бы и 10, то уже будет достаточно. Ну и чисто визуально видно разницу в размерах. Что касается емкости, то брал максимальную на 10 нанофарад, хотя маленькие были всего на 4,7. От емкости зависит размер конденсатора, поэтому и сам шокер вышел гигантским. Диоды можно ставить на 18 или 20 кВт, и тех и других будет достаточно. По цене они примерно одинаковые. Главное брать на 20 мА, а не на 5, которые гуглятся первыми. Дальше осталось по мелочи. Это аккумуляторы, зарядник, индикаторы, выключатели и фонарик, куда ж без него. Все это, я думаю, нам мало интересно. Перейдем к следующему этапу. А это уже рисование корпуса. Вот тут я иногда ловил себя на мысли, что он вышел ну очень уж большим. Но в любом случае, в таких габаритах мы не будем себе отказывать ни в чем. Да и позиционировал я его как игрушку, а не для реальных применений. Естественно, из-за своих размеров в область печати принтера мы не попадаем. И деталь придется рубить на куски, но это меня мало волновало. Сразу продумал примерное размещение элементов. Умножители по бокам, и туда же можно запихнуть трансформатор, так как он составляющая часть. И плюс эта область будет полностью залита диэлектриком для защиты от пробоя. Внизу место под аккумуляторы, их будет 6 штук, 18650, что в принципе должно хватить на длительное время работы. Посредине можно было бы добавить плату управления, но мы очень ленивые и разместим все на соплях. А если вы перфекционист и будете делать плату, то ее изготовление лучше всего заказать в китайской компании PCBWay. Это крупнейший производитель плат, с отличным качеством финальной продукции. Много лет пользуюсь услугами данной компании и всегда оставался доволен конечным результатом. Поэтому могу смело рекомендовать их вам. А мы тем временем запускаем на печать детали нашего корпуса, так как он является несущей конструкцией. Собственно, после печати имеем половинки корпуса, которые необходимо склеить между собой. Начинаем наполнять элементами корпус. Подключаем аккумуляторы вместе с БМС, а также паяем умножитель. Выводы элементов я старался разнести подальше друг от друга. Следом делаем первое включение. Как можно заметить, я искусственно уменьшил искровой промежуток, для гарантии того, что пробьет именно тут. Это связано с тем, что отсутствует диэлектрик в умножителе. Когда убедился, что все работает, можно заливать конструкцию. На предыдущей версии я заливал эпоксидкой. Получилось очень круто. Но проблема в том, что конструкция становится одноразовой. Для того, чтобы выколупать один конденсатор, было потрачено минут 20. В этот раз я решил заливать парафином. В
В тупую взял, расплавил свечку и залил ее в корпус. Получилось вроде нормально. Контакты покрыты, и этого уже достаточно. Теперь можно навалить волуме и включить на полную мощность. Выглядит эффектно, можно продолжать. Следующий шаг — разместить электронику внутри корпуса, а также дособирать корпус из оставшихся запчастей. Их тут на самом деле очень мало, и показывать этапы нету смысла. Показываю финалочку. С такими размерами все легко помещается в корпус, и не нужно выискивать свободное место. Зарядка выполнена в виде повышающего модуля с разъемом Type-C. Это очень удобно, можно от любого блочка USB зарядить аккумуляторы. Правда, ток всего пол ампера, заряжаться будет целую ночь, но нам-то спешить некуда. В конце бытия приступим к тестам. Длина дуги вышла около 9,5 см, что равносильно 200 кВт. Однако это не максимальная длина, и ее можно растянуть еще больше. Так что запас по напряжению данного шокера внушительный. Нагрев модулей при работе присутствует, так что включать и держать долго активную дугу не получится. Но поверьте, при том звуке, что он издает, вам и не захочется. Еще хотелось проверить, как же громко он жужжит ночью на улице. Я вам скажу громко, даже очень громко. В здравом уме я бы не полез на человека, у которого шокер может осветить дорогу дугой, а не фонарем. Ну а на этом у меня все. Спасибо, что смотрите, и до новых встреч. If I stay, will you stay? If I go, will you go? If I pay, will you play? Do you know what I know? Do you love? Do you